Начали! Привет всем! С вами Елена Шейдлин. Мои работы обросли достаточным количеством вопросов, чем я вдохновлялась, моими историями, и я покажу вам и расскажу, как развивалась идея и как она приходила к финишу. Это бетон? Смесь бетонная. Это смесь бетонная. Тебе-то смешно, а я ради видео должна сама это переворачивать. Стала коллекционировать я свои работы с апреля месяца, когда карантин и самоизоляция послужили темой для многих художников. Фотография под названием «Я после того, как закончился карантин», возможно, вариация самого страшного моего кошмара. Это просто ничего не делать. Чтобы создать пыль, сначала я хотела посыпать себя мусором из пылесоса. На самом деле, если тебе приходят подобные идеи, такие же немножко странные, безумные, то смело о них рассказывать друзьям, потому что они могут предложить себе варианты, как же воплотить это. Они предложили бетонную смесь. Следующая моя фотография – это осьминог, который не может выбраться из стен дома. Плетение косичек – это как медитация. Моя медитация длилась около 12 часов, и в эти моменты я размышляла о странном, необъяснимом желании иметь дома осьминога, цыпленка, уточку, оленя и белую ворону. Если мне чего-то хочется, то это можно увидеть на моих фотографиях или картинах. Образы не всегда прямолинейные, но мое искусство, оно концептуально. Я люблю учиться на своих произведениях. Например, как шить подушку, построить шкаф, сделать торшер. У меня есть одна фотография, которую мы делали с Жениным папой. Он помогал меня засунуть внутрь кресла. И эта идея, она очень оказалась похожей. И я без доли сомнений решила написать ему сообщение, чтобы он нам помог. Скинув мой скетч папе, он извинился и сказал, что не может помочь. Я не делаю шкафы, сори. Не нужно бояться, я помогу. Уговорила. Он не просто помог, а полностью сделал шкаф по моим меркам. Участвовало все семейство Шейдлиных, и было очень весело. Обожаю интегрировать семью в создание фоторабот. Я бы пятый сделал, вот так. Сердечки. Для того, чтобы создать индивидуальные подушки, был задан сам главный вопрос. Какая отличительная черта? У меня цветные волосы, значит, подушка будет с кисточками. У Жени веснушки, и значит, подушка будет с веснушками. А лапка пушистая, пушистая будет подушка. Все очень просто. Мне пришла наконец-то машинка, это значит, что я буду шить всякую фигню. Наконец-то. Потряси бубенчик. Закрепила. Раньше весь реквизит шила руками, и пришло время попробовать что-то новенькое. Подушки, абажур для торшера. Кстати, для абажура использовалась обычно старая юбка. Смело используйте вещи, которые вас окружают, и придумайте им новое применение. Я выгляжу как подушка, которая лежит на диване. Да. Вот если отсюда тело вообще не видно. Подходит ракурс. Ну что, снимаем тогда. Сейчас лапку достанем.
А потом карантин закончился. Начались уличные съемки, поездки в Карелию, фото в общественных местах. И следующая фотография «Собирайте свои вещи и покидайте эту планету» рассказывает о том, как хочется улететь от своих проблем, улететь путешествовать, улететь в то место, где свободно, даже в твоих мыслях. Отыскав на блошином рынке чемоданы 70-х годов, мы их сразу же разрезали, да, и жизнь закончилась. Но они навсегда останутся в моем изображении. Мне нужно собрать из своих вещей тело. Конечно, я никогда не делала подобные скульптуры из одежды. Для этого мне нужно напечатать изображение для понимания, под каким углом мое тело должно идти, чтобы тело настоящее и чемодан с телом одежды совпадали. У меня становится все больше и больше скетчей, зарисовок моих идей, я этому безумно рада. И напоминаю вам, что рисовать я начала в моем скетчбуке только с февраля месяца, а фотографирую я уже больше 5 лет. Так что сейчас я зачем-то чешу нос и хочу вам показать мой скетчбук. Мне немножко грустно от того, что большинство идей, они потеряны. Так что советую вам зарисовывать любые ваши задумки. Именно зарисовывать, но с указанием маленького комментария. Второй чемодан – это голова. Если в теле присутствовали бежевые оттенки, оказалось, что у меня много бежевых вещей, то волосы – это голубые и персиковые цвета. Кто-то очень большой летает тут. Ох уж этот лес! А мне действительно интересно, заметили ли вы вообще, что чемодан, который находится у меня на голове, и цвет вещей внутри этого чемодана совпадает с цветом моих волос? Если нет, если вы не знали, что я так люблю делать акцент на мелочи, все прорабатывать, то смело заходите в мой инстаграм Шейдлина и ищите там пасхалки, детали, либо отсылки. В первоначальной задумке должна была быть картиной, но мы решили воплотить ее в реальности. И в момент, когда я открывала фотоальбом и клала туда волосы с гербарием, в этот только момент я поняла, насколько это безумно, и смеялась от всей этой ситуации. Наверное, те люди, которые видят меня со стороны, думают, что я странная. Какой класс. Где их тебе было? На видео все увидят, как ты меня насилуешь на съемках. Уже увидите фото. Ну все, на этом все. Увидимся, обнимаю каждого из вас без масок и перчаток. Пока!